Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня буду делать для вас расклад на тему, что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится. Будем рассматривать ваши отношения с задуманным мужчиной и посмотрим, к чему вы с ним идете, что у вас было, что у вас есть сейчас на данный момент, к чему вы идете, чем может успокоиться ваше сердце и, возможно, каким-то образом вы можете ситуацию изменить. Давайте посмотрим это все при помощи колоды Таро Арканум. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши лайки, теплые комментарии, за ваши подписки. Отдельная огромная благодарность всем, кто присылает мне донаты. Низкий поклон моим спонсорам. Всем, кто великодушно, щедро дарит мне такие замечательные подарки. Мне очень-очень приятно. Всех очень люблю и от души благодарю за поддержку моей работы. Итак, что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится. По сути, анализ ваших отношений. Так, что? Дно колоды. Император. Ну, кто такой император? Император, по сути, это, конечно, замечательный, прекрасный аркан, который демонстрирует нам очень мощную, очень сильную мужскую энергетику. Однако же, так же, как и у каждого аркана, и у каждой монеты есть лицевая оборотная сторона, и у каждой ситуации есть светлая лицевая, теневая оборотная сторона. То же самое у аркана Император. С одной стороны, это может быть очень такой мужчина харизматичный, интересный, с прекрасной такой очень яркой мужской энергетикой. Мужчина, который может принимать решения конкретные, очень ответственные, который может, в общем-то, быть хорошим мужем. С другой стороны, если этот император имеет очень богатую, разнообразную теневую сторону, обратную сторону своей личности, своей характеристики, то, конечно, здесь весьма и весьма нелицеприятные вещи могут быть. Мужчина может быть трусом, мужчина может быть ужасным упрямцем вплоть до глупости, мужчина может, наоборот, не иметь возможности никакой совершенно принимать какие-то решения конкретные. В общем, знаете, абсолютная противоположность настоящему императору. И вот здесь очень большой вопрос, какой у вас император? Настоящий император или совсем наоборот? Может быть, он проявляет у вас полностью свою теневую сторону? Здесь вот палка о двух концах. Император замечательный аркан, но в том случае, если, конечно, большее количество энергии позитивных лицевой светлой стороны. Но мужчина в любом случае с достаточно сильным характером и упертый, это точно. Не бывает императоров неупрямых. Можно даже сказать, твердолобых. Каждый император, ну, представьте, кто такой император? Я сказал, и так должно быть, я повелеваю. Даже если он, извините меня, но все-таки не до императора, если проявляет оборотные, вернее, качество оборотной своей стороны, все равно он будет стоять даже на своей глупости очень твердо. Давайте теперь посмотрим поподробнее, что за мужчина. Что за мужчина? Он еще и королем мечей у нас выходит. Это такой холодный, как айсберг в океане. Вчера, кстати, выходил такой аркан в раскладе, или позавчера, не помню, сразу же на сигнификацию там шло так, что мужчина проявляет себя как король мечей, то же самое идет и здесь. Холодный, закрытый, очень сдержанный или вообще очень жадный на эмоции, на проявление эмоций. Каждую свою мысль пропускает, а тем более эмоцию, он не через сердце эмоции пропускает, а через мозг. Старается, конечно, мысль свою пропустить через сердце, но если вдруг эта мысль начинает обрастать, как он считает, ненужными ему эмоциями, сразу же в чистку, то есть в свой мозг, чтобы эти эмоции остыли, чтобы мозг эмоции остудил. Может мужчина иметь профессию, связанную с колюще-режущими инструментами, с органами, может быть военным, может работать в органах, может быть врачом, тем же хирургом, стоматологом, может быть этот человек имеет профессию, связанную с быстротой реакции, с принятием быстрых решений,
На работе имеется в виду. Возможно, он адвокат, юрист, к примеру, или же... Ну, в общем, знаете, огромное количество может быть разных профессий. Летчик тот же, кузнец даже может быть королем мечей. Но это человек, которому просто необходима быстрота реакции, и даже по долгу службы, работы может быть так, что приходится каждую эмоцию пропускать через голову, через мозг. Такой достаточно холодный, отстраненный мужчина. Десятка пентаклей. Не зря и на дне колоды вышел император. Может быть или вашим мужем, или чьим-то мужем. Если мужчина свободен, значит, на него может оказывать влияние семья, родственники, если есть. Или же воспитание вообще. С детства его, возможно, учили, или он видел перед собой пример кого-то, если не родителей, то кого-то, допустим, там тетя, дядь, бабушка, дедушка, что была семья, была такая крепкая ячейка общества. Поэтому мужчина, по сути, носитель семейных энергий. Вести себя может по-разному, девочки. Это не значит, что это надежный защитник, такой прям, ух, какой мужик. Может быть, вовсе и нет. Но... В общем, конечно, на подсознательном даже уровне у него вот этот аркан, десятка пентаклей, что стабильности хочется семьи, хочется чего-то такого надежного, это в нем есть. Очень многие из вас вполне, возможно, мужчина семейный даже на данный момент. Может так быть. И, конечно, мужчина, безусловно, материалистичный. Для него материальный мир на первом месте, его благосостояние, денежки. Желательно, чтобы дом был полной чашей. Если такой возможности нет, значит, у него в планах, что когда-то у него будет дом, и будет там своя машина, и он сможет путешествовать, и будет хорошо жить. Ну, в общем, вот так. Материальных энергий мужчина. Как он проявляет себя в отношениях с вами сейчас? Это сплошная тайна и загадка для вас. Это мужчина, у которого миллион скелетов запрятано в потайных шкафах его подсознания, сознания. Мужчина может очень многое скрывать, и эти тайны он никому не откроет. Ни вам, ни кому-то другому. То есть это человек, от которого можно ожидать сюрпризов, потому что это совершенно закрытый, даже, можно сказать, схлопнутый человек. Масса всевозможных у него скелетиков присутствует. Очень много. И в ваших отношениях он так себя и проявляет, что вам кажется, что вы его вообще не знаете. Вы могли с ним прожить под одной крышей долгие годы, очень много лет. А потом в итоге оказывается, елки-палки, он какой-нибудь сюрприз вам как выкинет. И все, и вы понимаете, что а кто этот человек, а знаю ли я его все эти 30 лет, по-настоящему изучила ли я его за эти 30 лет, потому что сюрпризов здесь можно ожидать любых от этого человека. Для очень многих из вас вполне возможно у вас роль в отношениях с этим мужчиной как тайная женщина. Тайные ваши отношения. Он может быть женатым, допустим, и вас скрывать от общества, никому особо не демонстрировать, потому что вы можете быть тайной. Он может быть тайным мужчиной в ваших отношениях. Для части из вас будет именно так, потому что верховная жрица – это всегда тайна. Это не только его тайны, а еще какая-то тайна в ваших отношениях. Даже если вы муж и жена с этим мужчиной, то все равно у этого мужчины миллион разных тайн. Такой вот человек здесь у нас. Ну что, давайте переходить к тому, что было, что есть. К чему идете с этим мужчиной, чем сердце успокоится. Что было в вашей истории с этим мужчиной? Очень много непонятного было. Очень много странных, зависших ситуаций. Давайте начнем. А с чего начинались вообще ваши отношения? Начинались красиво, ярко, интересно. Вам казалось, что этот мужчина ваш шанс на счастье? Тот самый, единственный, неповторимый. У вас такое ощущение было? Не знаю, остается оно сейчас или нет, но дело в том, что спрашиваю, что было, сразу же выходит повешенный, а с чего начиналось туз пентаклей. Начиналось все замечательно, все очень красиво. Было реальное ощущение того, что это он, данный судьбой, он лучший, он мой шанс на счастье. У него было такое же ощущение в отношении вас, у этого человека. И это очень важный на самом деле аспект. Но, к сожалению, довольно быстро это все перешло в аркан повешенный, то есть отношения зависли, отношения вошли в странную, какую-то непонятную форму. Ну, конечно, если вы тайная женщина,
у этого мужчины, то, соответственно, понятно, почему вышел аркан повешенный. Это означает, что были надежды в самом начале, но потом эти надежды стали не просто таять, а вы как бы в этих надеждах зависли, а мужчина ничего не меняет, менять не стал. То есть вы в одном и том же положении, странном, в положении жертвы, в положении вверх ногами зависли с этим мужчиной. Если это ваш муж, то значит после некого периода счастья, действительно светлого, красивого, вы были по-настоящему счастливы с этим мужчиной, потому что туз пентаклей – это великолепный аркан. Это аркан, выходящий вообще за границы даже воображения нашего, насколько могло все красиво начинаться. Но однако же через некоторое время вы перешли с этим мужчиной в состояние недоверия и непонятности происходящего. Здесь вот очень важно, что такой произошел переход, и он произошел как-то, возможно, для кого-то резко, а для кого-то, возможно, даже и для вас незаметно, но вы в итоге оказались в аркане повешенной. А что происходит у вас? Вопрос такой большой. А что происходит и что будет дальше? Что есть сейчас между вами с точки зрения высших сил? Здесь есть очень искренняя, очень открытая, очень мощная по энергетике женщина. Это вы. И по сути, ну, здесь очень мощная кармическая связь у вас с этим мужчиной. Знаете, что происходит? По сути, здесь рулевой в ваших отношениях – это вы. Инициатор перемен, инициатор вообще некого движения вперед, принятия решений. Вообще, как будто вы тот человек, который протаряет вам в дальнейшем дорогу в будущее. А мужчина в это время висит в аркане повешенный. Мне показывают очень мощную, очень серьезную, глубокую кармическую связь у вас с этим человеком. Да, безусловно, избежать встречи с ним было невозможно. То есть здесь речь идет о кармической связи непростой, и самое главное, цикличной. То есть с этим мужчиной вы проходите какие-то циклы в отношениях. Здесь неустойчиво все. Здесь как на американских горках. Вы то взлетаете вверх, то падаете вниз. То взлетаете вверх, то впадаете вниз. Но у вас настолько яркая, мощная, искренняя, открытая энергетика, что по сути эти отношения, они держатся, можно сказать, на вас. Именно на вашей энергетике держатся. Вы как вот локомотив, который везет поезд ваших отношений вперед. Если бы не вы, то неизвестно, что с этим поездом было бы позади локомотива. И это сейчас. Сейчас ситуация неустойчивая, непонятная. Происходят периодически какие-то такие циклические изменения в ваших отношениях. То хорошо, то плохо. Если уж совсем плохо, то значит вам кажется, что это слов нет, как плохо. Но вы все равно каким-то образом своей энергетикой эти отношения спасаете. Даже если вы с ним расстались, с этим мужчиной, значит, нам показывают, что вы в любом случае были локомотивом этих отношений. Между вами есть еще даже не нить, а такой очень большой конкретный канат. И канат этот энергетический благодаря именно вам и вашей энергетике. А со стороны мужчины давайте посмотрим, какие энергии со стороны мужчины. Что здесь со стороны этого человека? Ой, к сожалению, порадовать здесь нечем, девочки, потому что эмоции и чувства он к вам испытывает. В этом можете не сомневаться. И он прекрасно понимает, что, скорее всего, такой женщины, как вы, двойка кубков, звезда, вряд ли он такую женщину когда-либо еще сможет в своей жизни встретить. Но мужчина все портит. Мало того, что своей ложью, мало того, что своим не очень достойным поведением. Здесь мужчина все, я не зря говорю, портит, он как будто рушит все между вами именно из-за своей незрелости. Из-за своего, конечно, нечестных своих поступков. Как мужчина проявляет себя? Эмоции здесь есть. Ощущение значимости в своей жизни вас, конечно, у него есть. Но в то же время здесь выходит, по сути своей, разрушитель. Но он делает это не специально, а потому что он такой, сам по себе. Хитрый, изворотливый, умеет соврать, причем солгать так, что вы, возможно, уже и можете раскусить его ложь. А очень многие люди, женщины в том числе, его ложь сразу и не раскусят. Он умеет как-то так преподнести эту ложь, что
часто она принимается за правду. Так вот, вероятнее всего, вы научились раскусывать его эти все штучки и ложь его, и именно это и могло привести, кстати, очень многих из вас к расставанию. Или же здесь идет речь о том, что в любой момент это может произойти именно из-за его, ну, не императорского уж никак поведения. Хоть он у нас и вышел на дне колоды императором, значит, все-таки теневая сторона здесь отыгрывается с очень большой силой. Мужчина проявляет себя вот так. Есть эмоции, есть понимание значимости вас в своей жизни, вернее. Все это у него есть. Но в то же время и очень сильные энергии разрушения из-за его, извините, но недостойного поведения. Недостойное поведение, конечно, здесь может быть абсолютно в различных вариациях, так сказать, вариантах. Конечно, если он держит от вас такие жирные скелеты по своим шкафам, потом они вываливаются вам прямо на голову, то, конечно, понятно, почему здесь идет башня с разрушением. И здесь разные могут быть истории. У кого-то, возможно, романы на стороне, у кого-то просто ложь, у кого-то манипуляции вами. В общем, здесь у каждого своя история. Тем не менее, вот эти скелеты, они сыпятся вам на голову от этого мужчины. Здесь такой мужчина очень непростой сегодня у нас на раскладе. Хорошо, давайте тогда посмотрим, а что с точки зрения высших сил может в ваших отношениях быть. К чему вы идете сейчас с этим человеком? К чему вы идете? Вот это да. А с этим мужчиной? Мне сразу раз и другого мужчину показывают. А сегодня, девочки, расклад для тех, кто или хочет выйти из отношений с этим человеком, или уже вышел, но или сомневаетесь, или, может быть, душа еще болит, и вы думаете о том, правильно ли вы сделали. Вы сделали абсолютно верно. Если вы хотите дальше продолжать отношения с этим человеком, то, возможно, концовка расклада или не для вас, или же просто послушайте и сделайте соответствующие выводы. Для тех, кто эти отношения закончил, или же вы приняли решение эти отношения закончить, потому что больше нет сил терпеть, вы сделали очень правильное решение и приняли правильное решение. Потому что я спросила, что будет с этим мужчиной, и здесь выходит сразу же моментальная информация о другом мужчине, об очень искренней красивой любви. Это новый путь, это новое знакомство, это новый мужчина. И ваша душа, она как будто жаждет того, чтобы в вашей жизни такой мужчина появился. Да, для многих из вас вам хочется, чтобы этот мужчина, на которого мы сегодня смотрим расклад, чтобы он в вашу сторону таким образом стал проявляться. Но пока я не вижу энергии, указывающих на то, что этот мужчина таким образом станет проявляться в ближайшее время к вам. Скорее нет, чем да. Возможно, позже да, мы же в далекое будущее посмотреть не можем. Так вот, я могу вам сказать, что и сердце ваше здесь успокоится отношениями с другим мужчиной. Знаю, многие напишут в комментариях, да где же их взять? Нет. И даже если есть мужчина, я не могу забыть этого, как бы он мне не насолил в жизни, а он единственный неповторимый. Я вас прекрасно понимаю, но задача сегодняшнего расклада рассказать вам о сути того, что происходит сейчас и к чему вы идете, что мне показывают. То есть пока каких-то перемен серьезных я здесь не вижу со стороны вашего мужчины, на которого мы делаем расклад. А вот новый мужчина здесь может появиться в любой момент. Или он уже появился, или он практически на пороге стоит. Здесь может появиться новый мужчина, может быть, грядет вам новое знакомство. И это любовь, это очень искреннее, очень красивое, открытое чувство. И эти отношения, они как будто вас избавят от всех тех переживаний, которые вы испытывали в отношениях с предыдущим человеком, то есть тем мужчиной, на которого мы сегодня смотрим расклад. Как будто это долгожданные отношения, те самые гармоничные отношения, которых вы ждали долгое время. Что касается этого мужчины, добавляю, а что же с этим? А с этим, как все было сложно, так и остается. И более того, если вы эти отношения закрыли, вы закрыли их не просто так. Вышел у нас аркан пятерка мечей, это аркан, по сути, абьюза. Это аркан страданий, переживаний, это аркан душевной борьбы, это аркан вообще врага. И причем в этих отношениях многие из вас могли вступать в борьбу даже с самими собой. Где-то в чем-то даже себе самой становиться врагом, потому что могли наступать на горло своему самолюбию, к примеру, да? Ради того, чтобы с этим мужчиной дальше быть. А здесь вам говорят, если вы отношения эти закрыли, то вы правильно сделали. Так что концовка у нас выходит сегодня именно для тех, кто отношения закрыл или хочет закрыть. Если такое решение созрело, или вы это уже сделали и смотрите расклад чисто для интереса, то вы сделали
Правильный шаг, и впереди выходят только замечательные, прекрасные арканы, но здесь уже с другим мужчиной. Ну, давайте тогда спросим, а для тех, кто все-таки хочет с ним остаться в отношениях, что может быть, к чему вы с ним двигаетесь? Ваш характер закаляется все больше и больше. Вы из императрицы, из королевы мечей, извините, вырастаете в императрицу. Вы, конечно, становитесь сильнее во всех отношениях. Закаленнее ваш характер. Почему? Ну, потому что карма, потому что вы проходите очень серьезные уроки с этим человеком, и вы, конечно, возвышаетесь. Да, через боль, возможно, через сложности, через то, что вас не радует порой совсем, но вы становитесь императрицей. Закаляется ваш характер. Вы получаете очень серьезный опыт и становитесь императрицей, то есть возвышаетесь. Просто я не вижу, чтобы складывались эти отношения легко дальше. Они не будут складываться легко. Но определенный, конечно, смысл здесь в этих отношениях есть, потому что вы мудреете, умнеете и поднимаетесь выше на следующую ступень саморазвития. Вот такой получился сегодня расклад, девочки. Сердце успокоится, я вам уже сказала, даже не буду доставать. Чем успокоится сердце, потому что здесь явно для тех, кто из этих отношений вышел или хочет выйти, сердце у вас успокоится новыми отношениями, красивыми, светлыми, очень-очень теплыми, искренние, открытые отношения. А для тех, кто с этим мужчиной хочет остаться, знаете, что дальше будет непросто, но сердце ваше успокоится тем, что вы сами ощутите впоследствии, насколько вы выросли. Всех благодарю, мои драгоценные. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.